You know me, I know you. And I wish you could tell me what to do. My dark side wanna get loose. So won't you look behind the scenes and get the groove? I fool myself, keep on running around. When it's the ace of love, I leave the ground. Let me fall, let me fall, let me fall, let me fall in me. Пограничная личность — это не просто. Это американские горки. Хорошие и плохие дни. И про настроение, когда оно бывает хорошее, бывает плохое. И вот это вот про черно-белое. Ты, как ребенок, сейчас вводишь меня в неприятные чувства. Ты от меня что-то хочешь. Да ёб твою мать, сколько можно? Я не хотела тебя рожать. Я вынуждена тебя родила. Ты испортила мою жизнь. Я просто хочу рассказать, кто такие пограничные люди. Их может ранить взгляд, их может ранить погода, их может ранить мысль, которую они уловили в другом человеке. Он не получил опеки, он не получил помощи, он не получил поддержки, он не получил принятия, он не получил базовой любви. Как правило, пограничная личность действительно умеет создать невероятную заботу для кого-либо. Ириша, мы с тобой снова продолжаем нашу рубрику «Психологическая грамотность». И наши подписчики проголосовали за то, чтобы мы рассказали про пограничную личность. Да. И у тебя сегодня снова завидная роль. Ты побудешь в роли обывателя, который будет задавать вопросы. И хочу сказать нашим зрителям, что Ира является психологом. И просто к Ире стали поступать запросы, принимаете ли вы, ведете вы прием. Да, Ира ведет прием. Просто здесь она отрабатывает роль человека, который не знает информацию для того, чтобы ее вам раскрыть. И сегодня мы говорим об очень неоднозначной личности. И совершенно недавно я открыла для себя ее по новой. А ранее, наверное, было какое-то у меня плоское представление об этой личности. Я не очень до конца понимала, что собой представляет пограничный характер. И для того, чтобы понять пограничный характер, пришлось отнестись к этой структуре именно как к характеру, а не как к уровню организации личности. Для моих коллег скажу следующее, что в классической психологии у нас есть понимание о том, что такое уровень организации личности. Это, грубо говоря, фундамент. У нас есть 3 фундамента: невротический, пограничный и психотический. И Нэнси МакВильямс отмечала, что пограничные люди — это те люди, которые немножко психи, но не совсем. Да, в ее книге можно прям такую формулировку и найти. Суть в том, что невротик это такой человек, у которого есть либо локально в каких-то местах какие-то проблемы и конфликты, либо временные. Да, он, конечно же, обладает какими-то затруднениями, что-то ему не нравится в себе, что-то у него не так легко удается, как у условно здорового человека. Есть также психотики. Психотики — это люди, которые, скажем так, сильно нарушены. Их детство было менее благоприятным, их структура менее целостная. Их основная проблема в том, что они достаточно сильно уже искажают реальность, соответственно, у них специфическое восприятие себя, окружающих, событий, происходящих с ними. Даже есть такой термин, что
затруднено тестирование реальности. Да, и они как бы вовне, ну, собственно, очень странно проявляются. То есть вот Да, все то, что они внутри проживают, вот такое вот нереалистичное, они как бы транслируют вовне. да-да-да, они, скажем так, прям ярко отличаются от условно здорового человека. И психотики, их особенность в том, что они могут быть как в состоянии там галлюцинации, Мгм. какого-то бреда. Это значит, манифестирует какое-то заболевание. Мы с вами обозначили, что есть невротики, есть психотики и есть нечто посередине между невротическим уровнем и между психотическим уровнем. О чем в первую очередь здесь стоит понимать? О том, что это люди достаточно целостные для того, чтобы не переходить на психотический уровень, но не столь целостны, как невротики. То есть Мгм. поэтому мы и называем их пограничный уровень. Также мы можем про них сказать, что это люди, которые в какой-то части себя сильно нарушены, совсем неустойчивы, пользующиеся какими-то очень такими радикальными, примитивными психологическими защитами. А в каких-то моментах они могут показаться достаточно устойчивыми, хорошо владеющими собой или в какой-то ситуации быстро ориентирующиеся. Поэтому я бы хотела отметить, что пограничная личность — это очень неоднозначная личность, неординарная личность в своих проявлениях. Мгм. Но для того, чтобы до конца понять, про что мы сегодня будем Да. говорить, я скажу, что я ухожу от классификации уровень организации личности. Да, вот невротик, пограничник, психотик — это фундамент, на который в классической психологии, в ключе психоанализа накладывается еще какой-то характер. То есть там Мгм. невротик с нарциссическим характером, да, то есть это будет проявление нарциссизма в несильной, в неинтенсивной форме. Скорее всего, мы это будем называть стиль характера. У нас может быть нарциссический характер на пограничном уровне. Да? Вы знаете, да, на пограничном и также невротический, и также у нас нарциссический характер может быть на психотическом уровне. Я приведу пример. Мгм. Например, человек на невротическом уровне, он будет говорить, хочу что-то уметь делать как Бог. Вот уровень моего мастерства, Ага. чтобы был там на уровне, что типа я Бог, я как Бог справляюсь с какой-то задачей. Значит, на психотическом уровне человек заявляет, что он и есть Бог. Мгм. Я Бог. На пограничном он говорит, я как Бог. Да, а на нарциссическом у него есть только желание быть как Хочу Бог. быть Да, как я Бог. хочу быть Мгм. как Бог. Да, то есть это разные... На самом деле в этом проявляется разный уровень компенсации собственной ничтожности. Ага. Да, то есть на психотическом мы понимаем, что там совсем человек не может простроить свою идентичность, поэтому он, как бы, знаешь, как замещает идею и говорит «я Бог». Да, то есть реальность настолько у него, ну, как бы не соотносится, что он думает, что он Бог. То есть Он вот. искажает реальность, он ее не видит, Мгм. он предпочитает ее не тестировать. Да, такая жизненная стратегия. И поэтому он говорит, либо я сын Бога, либо я отец Бога, да, то есть это уже человек Выравнивает бред, себя. да, то есть у него формируется некая идея, к которой он не относится критично. И он будет воспринимать реальность таким образом, что, да, как бы у него не будет сомнений, что... И он будет каждому еще докажет, что он прав. Да, в этом... Объяснит, почему он Бог. Да, он объяснит, у него всегда будет много аргументов. Да, спорить с ним, вот, конфронтировать, говорить, посмотри, вот здесь это бесполезно, это только будет усугублять его защиту. Мгм. Окей, это то, что касается уровня организации личности. Но для того, чтобы до конца познать, что такое пограничная личность, лучше пойти за современными психоаналитиками, такими как Нэнси Догерти, и посмотреть на пограничную структуру как на характер. То есть Мгм. выделить его как отдельный характер, типа как нарциссический характер, истерический характер, шизоидный характер, да. И мы можем говорить о том, что все больше и больше в настоящее время мы встречаем не просто как базу, на которой что-то наслаивается, а как отдельно взятое явление, пограничная личность. Вот это вот и интересно было как раз узнать, потому что у многих возникает путаница с вот этими невротический уровень, пограничный, и часто называют, ну, пограничная личность или пограничник, и здесь начинается такое смешение вообще всего, и очень здорово будет сегодня разобраться, а кто же такой. Да, именно такое происходит, потому что, с одной стороны, выделено пограничное расстройство личности. То есть есть определенные 9 критериев, по которым
мы можем человеку поставить именно пограничное расстройство личности. Но если мы более детально посмотрим, а что же это за расстройство Мгм. личности, то мы поймем, что на самом деле описывается интенсивно проявленный пограничный характер. И он отличается от нарциссизма, он отличается от Да. психопатической личности, от истерической. Это отдельное явление. Я не хочу сегодня говорить в клиническом ключе, в академическом ключе. Я хочу сегодня скользить по этой теме, вот куда вот у нас заведет мысль или вопрос. Я не ставлю сегодня перед собой цель сделать какую-то выкладку, по которой можно, ну, как бы исчерпывающее такое клиническое Мгм. описание этой единицы. Я просто хочу рассказать, кто такие пограничные люди. И начну я с того, что любой психотип имеет как свои преимущества, так и свои слабые стороны, которые он пытается всячески компенсировать. Конечно же, это все обусловлено его ранним детством Да. и его собственной конституцией, его структурой, не побоюсь этого слова, его предшествующим этой жизни опытом. Да? По-другому некоторые вещи, некую тайну мы не можем объяснить. Когда, например, мы понимаем, что в одной семье рождаются два ребенка, одновременно там два мальчика, два близнеца, и у одного, например, шизоидный характер, у другого нарциссический, и мы понимаем, что есть нечто, что определяет, какими защитами будет пользоваться этот Да, человечек. как базово уже с чем-то приходит, да, Базово рождается уже приходит, младенец. да, больше в чем-то уязвимость, в чем-то меньше уязвимость. Пограничная личность, я бы сказала, что это люди. Давай просто пройдемся по Давай, кто такой, описанию. Да, да? может быть, Как ты может тоже. быть Как описывается? можно вообще понять, что это пограничный человек? Ну, в первую очередь, это всегда очень заряженный эмоционально человек. Он яркий, он Мгм. харизматичный, он неординарный. Он, с одной стороны, очень легкий в контакте, и он легко тебя понимает, легко тебя чувствует, подхватывает твою мысль. Он может быть очень эмпатийным в первом контакте или вообще в первой какой-то вашей конфетно-букетной, я говорю. Конфетно-букетный я не про романтические сейчас отношения, а конфетно-букетная стадия, когда люди только знакомятся. Мгм. Пограничная личность легко читает другого человека, потому что она сама очень чувствительная. Это гиперсензитивный тип. А пограничная личность экстравертирована. Она ищет контакта с миром, но боится его иметь. Как думаешь, почему она боится его иметь? Ну, первое, что мне приходит за счет того, что она такая сенситивная, то есть она Да. боится, как бы, ну, что это будет интенсивно для нее какое-то взаимодействие с другим человеком, с миром, да, что будет Пограничная, обжигаться, да, как будто бы. да, всё верно ты говоришь. Пограничная личность — это люди без кожи. Мгм. Есть такая особенность их нервной системы, что они не просто гиперсензитивны, они болезненно сензитивны. Их может ранить взгляд, их может ранить погода, их может ранить мысль, которую они уловили в Да. другом человеке. С одной стороны, это дает очень сильное преимущество. Эти люди чувствуют кожей, что происходит. С другой стороны, они иногда чувствуют то, что люди не хотят, чтобы они чувствовали. Да, понятна эта мысль? Да, да, да. То есть они постоянно вот такие, как оголенный нерв, не знаю, Как вот так вот. оголенный нерв, да, как оголенный нерв. И иногда а, проблема в том, что они не просто много чувствуют, проблема в том, что их нервная система, психологическая система устроена таким образом, что как только они что-то почувствовали, вероятность, что они это сконтейнируют и не отразят, не отдадут в реакции обратно, очень маленькая. Скорее всего, они тут же среагируют и среагируют, как правило, через агрессивную эмоцию. То есть это может быть либо какое-то раздражение, либо злость, либо Мгм, ярость. мгм. То есть они реактивны в своей обратной Да, какой-то реакции. То есть они что-то улавливают, они сразу вот да, набрасываются, ну, не да. знаю, как-то Их большая сложность в том, чтобы контейнировать, то есть у них стимул-реакция без стимуляция. контейнера, Мгм. да, то есть в норме зрелая личность, она может выбирать, за счет чего она Да. может выбирать свою реакцию. Она может выбирать ее за счет того, что у нее есть этот пресловутый контейнер. Она делает так, что-то произошло, она что-то почувствовала, она поместила это вовнутрь себя и, условно говоря, сказала: я сейчас подумаю, что мне с этим сделать, как мне на это отреагировать. Ам,
понимая, что мне выгодно, что мне невыгодно, что приведет к каким-то неприятным для меня, неблагоприятным для меня последствиям, да. Пограничная личность, если мы говорим об интенсивной проявленности, она практически не может что-либо удерживать в себе Задержаться вот на этом, чтобы на этом как-то этапе. проанализировать, прочувствовать, выбрать, да, то есть это Да, вообще шаг. А вот, ну, может быть, тоже, может быть, дальше об этом будем говорить. Вот этот контейнер, как ты думаешь, он базово отсутствует или он не сформировался? я думаю, он не сформировался. Это крутой вопрос, потому что в детстве не было примера. Во-первых, это уже определенная структура, конституция, Да, да, да. да, то есть человек уже Ну, это же, гиперсензитивный, да, это темпераментальная вот эта штука, да, вот эта темпераментальная, да, то он более холеричный стимул-реакция. такой, взрывной, да, у него возбуждение превалирует над Да. торможением. Эта фраза означает, что возбуждение сильнее, чем торможение. И когда он попадает в раннем детстве в среду, где ему не показывают, как можно контейнировать свои чувства, как можно с ними, какой другой сценарий может быть с проживанием своих чувств. А давай тут вот, может быть, на примере, как это проигрывается в детстве ребенка, когда вот у него есть пример контейнирования. Что такое? Ну, это же через маму Да, происходит, да? Вот через маму в как она основном. контактирует с ребенком, что у него формируется этот контейнер? Как бы ты описала? Здесь можно сказать, что она не только контактирует с Ага. ребенком, она еще контактирует и с внешним миром. То Мгм. есть мы замечаем, что мама гиперреактивная, взрывная. Мама не может удерживать свою эмоцию. Да. Если что-то маме не нравится, она выражает это через агрессию быстро, молниеносно. Мгм. Вообще пограничную личность отличает такая некая молниеносность. Да. Она не бывает заторможенной, если она не под антидепрессантами. Да, ее скорость реакции поражает порой. Ты еще не успел сказать, она уже отреагировала. Ещё не А, успел подумать, да? Ты еще да, не успел подумать, это точно. Мне кажется, ты говоришь о чем-то личном сейчас. Ну, давайте так скажем, что моя основа — это пограничная структура, на которую накладывается еще истерический радикал, да. Истерический радикал у меня проявляется как некая иногда такая жеманность, кокетство, немножечко соблазнение такое включается. В основном на стрессе это происходит, да. Но это базово ложится на пограничную структуру, да, на пограничный характер. Поэтому во мне так много энергии, такие яркие эмоции проявлены. И порой которые меня захватывают, но так как я не интенсивно Мгм. проявленная пограничная личность, да, я не страдаю от того взрыва, который происходит обычно у пограничного характера. Да? То есть у меня есть этот контейнер, я его разработала. Ну и надо сказать, что в моей среде, где я воспитывалась, у мамы все-таки некие сценарии поведенческие были разные. То есть, ну, например, скажем так, все-таки с чем сталкивается ребенок, когда родитель демонстрирует отсутствие вариативности реагирования, да, то есть это мама, которая, грубо говоря, шла, задела стол и тут же психанула, да, то есть она там разразилась гневом, что-то сказала матом или там пнула этот стол ногой, да, то есть как правило, пограничная личность формируется у пограничной матери. Это очень большая взаимосвязь. Либо это была пограничная мать, либо это был кто-то еще в семье, скорее всего, папа или бабушка, кто внес свой вклад пограничности, даже, скажу, не пограничности, а такой реактивности. Да? А когда пограничная личность становится взрослым человеком, если она поставит перед собой цель поменять свои реакции и быть более свободной в своем выборе реагирования, то она может это сделать. Этому мы можем научиться, мы можем поменять жизненную стратегию. Через жизненную стратегию, если мы посмотрим, почему так реагирует, например, мама, да, мама пограничной личности. Потому что изначально у нее есть ощущение, что все, что с ней случается, даже этот пресловутый стол, это как будто бы специально. Это как будто бы специально кто-то поставил на ее пути.
Вот, у меня как раз я хотела сказать, когда ты про пример этот сказала, что это может быть смещение даже своей агрессии на кого-то. Типа, вот это из-за тебя ударилась, ну, условно. Да, вот обязательно. Это такое. частый сценарий, когда родитель пограничный смещает и ищет виноватого, Да, да. потому что у него записано на подкорку в бессознательное, что кто-то виноват в том, что с ним происходит. Мгм. Интересно раскрыть, почему это случилось. Да, если мы возьмем какую-нибудь там пограничную личность, про которую вот мы сегодня, да, вот Да. представим образ какого-нибудь пограничного человека, мы посмотрим, с чем он столкнулся в детстве. Наверное, основное, что здесь стоит выделить, он столкнулся с тем, что его родитель не занимал родительскую роль. Мгм. Что это означает? Это означает, что родитель пытался сделать из ребенка преждевременно взрослого. Каким образом он это делал? Налагая на ребенка большое количество требований и обязанностей. Ага. То есть маленькому ребенку положено было жить по каким-то определенным правилам, распорядкам. Очень большая ответственность дается ребенку на раннем возрасте. То есть непосильно для его возраста какие-то требования, какие-то вот... Да, ребенку как будто бы не позволяется просто по жизни скользить. У него много ограничений, у него много порицания. То есть родитель, который раздражается легко, Мгм. который быстро приходит в состояние вспыльчивости или ярости, не может позволить ребенку просто быть и проявляться в своем бытие, как он хочет. Да, это может быть такое, что ну, родитель раздражается на то, что ребенок что-то не может, что-то не понимает, Точно. что-то вот как-то Супер. не получается у него что-то. Да, очень большое идет раздражение, потому что этот родитель когда-то не получил для себя то, в чем нуждался. Мгм. Он не получил опеки, он не получил помощи, он не получил поддержки, он не получил принятия, он не получил базовой любви. И когда он становится сам родителем, он не понимает, почему кто-то от него в этом нуждается. Я сам нуждаюсь, да, Да, как бы. да, то есть он может сказать, мне никто не помогал, почему я это должен для тебя делать? Я делала это все сама, ты что, не можешь это сделать М. сам? Действительно, мы сталкиваемся с тем, что несколько, там, условно говоря, какое-то короткое время родитель помогает ребенку одеться. Ага. Ну, условно говоря, когда это возраст 2-3 года. И когда ребенок... И потом просто резко ты теперь должен сам. Ты теперь должен сам, потому что ты уже большой или ты уже большая. Если у ребенка это долго идет, он не получает там натянуть Мгм. какие-то свои колготки, или он неправильно одевает обувь, да, то это не всегда прям открытая ярость, да, но раздражение Ну, и это чувствуется, обратная раздражение. связь в виде жесткой критики. Какая критика? Давай пофантазируем. Что там может происходить, как тебе кажется? Да ты что, не можешь, там, не знаю, да как так можно? Ну, вот Как такое. правило, ты говоришь сейчас нейтральные слова. Да? Ну ты что, не можешь? Да как так можно? Нет, это, Сейчас конечно я же... попробую тогда пофантазировать. Ну давай, Что-то бахни. жесткое. Возьми вот прям энергию. Например, у ребенка что-то не получается. Ему показали Да. колготки, как надевать, Да, у него да, не да. получается. Да ёб твою мать, сколько можно? Да, именно так. Ты что такой безрукий? Да, Ты у что не в тебя что, рук есть состоянии? Да, да, одного да. места. Конечно, ты что, какая-то бестолочь, да? То есть обязательно, то есть когда родитель находится на полюсе ярости, это означает, что слова будут соответствовать этому заряду энергетическому, да? То есть это со знаком минус очень сильная разрушающая сила. Почему у родителя начинает происходить это? Потому что ты, как ребенок, сейчас вводишь меня в неприятные чувства, ты от меня что-то хочешь, ты от меня что-то требуешь, то есть помощи, Ага. заботы, я должен с тобой возиться, я должен тебя одевать, а я не хочу это делать, мне неприятно это делать, я чувствую, что ты меня используешь, более того, ты не уважаешь меня в этом. Да, неуважение формируется как «я же тебе все показала», и ты пренебрегаешь тем, что я для тебя уже сделала. Как бы ты Одна... эксплуатируешь каждый Да, раз. ты эксплуатируешь меня. Вообще у пограничной личности, у нее болезненная точка — это ощущение собственной эксплуатации. И постоянно кажется, что кто-то ее в чем-то поимел. Интересно, в этом она же схожа, получается, с психопатической. У психопатической личности неё это по-другому. умноженное на 100. Все Потому понятно. что, да, это ведущее чувство. Здесь Здесь чем отличается, давай сразу скажем. Давай, да. У психопата нет чувства вины, нет чувства стыда. Пограничная личность
заваливается в чувство вины. Да, да. Она способна чувствовать боль, она способна чувствовать чужую боль, она способна понимать эмоции других Кстати, да, у людей. психопатической же нет этой чувствительности вообще. Нету Мгм. чувствительности, она абсолютно инкапсулирована, она больше интровертирована, Мгм. хотя вспыльчивые аффекты мы можем наблюдать. Пограничная личность, ее удивительность в том, что, с одной стороны, она очень чувствительная, но очень жестокая к другим людям. Жестокость эта просыпается как раз в ответ на то, что она чувствует, что ей постоянно кто-то пренебрегает. Мгм. Постоянно кто-то что-то хочет у нее забрать. И у нее ощущение, что ей так и не дали чего-то важного. И, скорее всего, она права. Скорее всего, в своем раннем детстве она именно с этим столкнулась. Она недополучила самое главное, не просто заботу, она недополучила право бытия, право быть, право существовать. Она постоянно получала послания, в которых говорилось: ты, там, условно говоря, твои игрушки занимают слишком много места, Мгм. убери. Мгм. Да, ты вот набардачила, нужно уметь за собой убирать. То есть, например, условия, в которых я росла, это были такие условия, в которых говорилось, в которых, да, была маленькая квартира, и в которых мама требовала, чтобы не было следов моего пребывания. Да, то есть игрушек или какой-то мебели, которую я передвинула, делая себе домик, да. То есть также, например, мою маму очень раздражало, если я могла где-то оставить чашку. Да, то есть она взрывалась из-за этого. Она говорит: почему здесь стоит твоя чашка? Я не понимаю, это так сложно поставить, ты попила, кто должен тебя обслуживать? Почему это должна делать я? Да, то Мгм. есть у нее искренне вот такая вот как это можно? У пограничной личности у нее вообще очень много претензий, почему я должна за тебя это делать? Да, то есть у нее нет базового понимания, ну потому что я твой ребенок, в конце Да, концов, да, у нее этого нет, она в этой точке этого не может понять. Ты что делаешь из меня обслугу? То есть как Почему? будто бы ей хочется, чтобы каждый сам за себя, её не Более интересует, того, что Ира, ей ты маленькая, хочется, да, чтобы ты был ее Ага. опекуном. Она ждет от тебя А как заботы. это проявляется вот на примере тоже, что мама, например, Это в может проявиться в ребёнка? таком виде, что она говорит: а ты обо мне подумала? А ты помнила, например, там какие-то приносят конфеты, и Ага. ребенок, он ест, у него в этот момент еще нету децентрации, то есть он еще в Да. эгоцентрическом. Он ест, потому что ему кажется, что это все для него. Да, он еще в таком, как бы, у него так психический аппарат работает. И когда вдруг, например, родитель приходит и видит, что там не осталось, например, конфет, он говорит: а ты обо мне подумала? А почему ты ничего не оставила матери? Мгм. Да, и ребенок, он в этот момент очень, да, то есть ему это вменяется сразу в Вина. вину. Да. Да, то есть ребенок приучается жить на полюсе вины. Он постоянно как будто во всем виноват. Он виноват, он виноват. Очень часто ты ловишь по такие послания, как: я не хотела тебя рожать, я вынуждена тебя родила, ты испортила мою жизнь. А это Она будет пошла прям вот по другому сценарию. прям будут такие послания, или это может быть, считываться невербально? Вот тут Первое. По-любому будет это самоощущение у ребенка. Мгм. Как оно будет ему дано? Директивно, в Ага. лоб, Ага. в виде обвинения, что мне пришлось тебя родить, и из-за тебя моя жизнь стала другой. Либо это будет как-то завуалировано, в виде каких-то скрытых посланий, в виде какого-то сожаления, возможно, о чем-либо, да, что ну вот, как А я бы бы, могла. а могла бы, ну, у меня вот я же Мгм. забеременела, ты родилась, да. То есть это не важно, не важно, какие слова звучали, важно, какое ощущение Ощущение. родилось у ребенка. И ребенок базово становится виноватым за свое появление. Очень часто пограничная личность получает в свой адрес обвинение, что он еще имеет такого отца. Да, то есть пограничной личности очень сложно удерживаться в отношениях, очень сложно, и Ага. поэтому она расстается с партнером, и партнер превращается в того, кого она теперь ненавидит, кого она презирает, с явно отрицательным отношением. И когда ребенок имеет такого папу, то мама может очень ярко транслировать, что с твоим папой что-то не так, и когда ребенок что-то проявляет
тоже не то, это обязательно потому, что у тебя такой неказистый папа. Ну, это получается, как вот на примере со столом, который ударяется, потом, ну, смещается эта злость, агрессия на кого-то. Также в жизни там женщины, да, не складывается что-то, и она перекладывает на, ну, как будто бывшего мужа, не знаю. Нет, Похоже, здесь нет, не вот то, это? что у нее не складывается что-то, ей не нравится ее ребенок, и она объясняет, М, что он такой, потому потому что что не она, понятно, не ну, ее вот смещается, вклад, да. не ее воспитание, не ее поле на Да-да-да. этого ребенка. Они там с папой уже давно не живут, а ну ты вся в отца. То есть это такая история, да. То Да. есть и ребенок понимает, что с ним сильно что-то не так. Мгм. С ним сильно что-то не так, и он не знает, как ему, собственно, ну, вообще, как ему оправдать свое существование. Такие дети приучаются, как они вообще приучаются совладать с Да. родителями? Они приучаются их задабривать. Они приучаются делать что-то, что родителю однозначно понравится. То есть, например, убрать квартиру, Мгм. помыть посуду, разложить свои вещи, сделать все уроки, принести хорошие оценки. То есть они начинают пробовать как-то выжить в этой деструктивной среде и ищут, что бы могло, какая с их стороны манипуляция, какой, поэтому пограничная личность Да-да. часто манипулятивная личность, да, потому что она с раннего детства приучается сделать что-то, что поможет маму задобрить. А это именно задобрить или это имеется в виду еще, чтобы как бы сглаживать все, чтобы не навлечь вот этот гнев, там, А чем раздражение? отличается задобрить от Вот. сглаживать, как тебе кажется? Условно, сглаживать — это просто не делать чего-то, ну, например, там, не раскидывать, а задабривать — это прям убираться, например, наводить что-то. Ну, вот Нет, как-то так. невозможно при пограничном родителе просто ничего не делать. К Это все сожалению, равно будет гнев, да, раздражение. пассивность ребенка тоже осуждается. Ага. И То есть тоже активная да, такая такая попытка. задача у родителя искоренить его пассивность. Что ты как колода, что ты ничего не Понятно. делаешь, день уже полдня прошло, ты ничего не сделал, да, то есть очень высокие требования, Мгм. забывается, что ребенок, накладываются какие-то не просто ограничения, задачи, да. Такие дети рано становятся самостоятельными. Если нужно что сказать, что характер может иметь разную степень проявленности, и это выражается в том, что в итоге будет собой представлять пограничная личность. С одной стороны, если она не была тотально разрушена, если что все-таки какая-то позитивная обратная связь и какое-то поощрение Мгм. она в своем раннем детстве встречала, то, скорее всего, эта личность будет менее нарушенная, и она вот эту свою способность быть активной, действовать, работать, не сидеть на месте, она ей будет пользоваться во благо для себя. То есть она будет получать благодаря этому хороший результат. Это ее сильная сторона такая Это будет. будет ее сильная сторона. Если же пограничная личность в детстве столкнулась с таким мощным обесцениванием всего, что она не Мгм. делала, то, скорее всего, она будет заблокирована. То есть она не сможет ничего делать, она не сможет удерживаться ни в какой деятельности, у нее ничего не будет получаться, она даже будет бояться выбрать какую-либо Мгм. деятельность, потому что она бессознательно помнит, что бы она ни сделала, это будет обесценено, это Мгм. будет уничтожено карающим родителем. Такие дети, нужно сказать, что они научаются очень быстро понимать эмоции и чувства других людей. Мгм. Потому что то, в каком придет состоянии родитель, от этого зависит, как пройдет его вечер и с какими чувствами он столкнется. Поэтому это дети, которые по повороту ключа в замке уже понимают, то есть гиперчувствительны. И на экстрасенсорном на каком-то уровне они считывают, например, в приеме, когда ты с ними находишься в кабинете, они очень хорошо понимают, что происходит у тебя внутри. У тебя может быть внешне невозмутимый вид, а внутри какие-то непростые чувства, и пограничная личность обязательно это заметит Мгм. и отреагирует на это.
Может быть, не прямо сказав, что я у вас чувствую это, а просто, например, у нее может резко измениться настроение. Да, да. Да, важно что сказать, что все-таки пограничная личность, почему она экстравертирована, почему она не Мгм. интровертирована, как шизоидная личность. Вот, да. Потому что ее мама, да, воспитывающий взрослый, не был однозначно плохим. Он не был однозначно причиняющим вред. Если шизоидная личность Мгм. интерпретировала своих родителей и свою окружающую среду как однозначно для меня плохую. Там нет для меня ничего хорошего, поэтому я ухожу глубоко в Да. себя. Пограничная личность, ищущая отношений, потому что мама в какие-то дни проявляла себя невероятно теплой, невероятно заботливой, чувствующей. Как правило, пограничная личность действительно умеет создать невероятную заботу для кого-либо. Она в этом плане даже способна на подвиги. То есть она может сделать что-то, что другим людям, в принципе, казалось, да, они даже не мыслили в таком ключе, что так много можно сделать для кого-то другого. Ага. Пограничная личность — это очень часто спасатели, я имею в виду спасатели в психологическом смысле. Да, это люди, которые подбирают животных, Да, да. спасают каких-то других людей, когда им очень плохо, они подставят свое плечо, они Как раз за отдадут счет того, последнюю что, да, жилетку. очень чувствительны, мне кажется, Да, они потому, чувствуют на самом деле они спасают внутреннего ребенка своего в другом в лице человеке. другого. Мгм. Да, то есть они понимают, что кто-то там внутри нуждается в помощи, и это проецируется на того, кто нуждается в помощи вовне, и тогда они с невероятной силой, с невероятной энергией начинают о нем заботиться. Очень много что могут для него организовать. При всем при этом так мало могут организовать что-либо для себя, Мгм. потому что за это их карающий внутренний родитель осуждает их, потому что в детстве заботиться о себе, любить себя — это было то, что порицалось. Это было то, что, за что человек, ребенок стыдился, да, приравнивался к эгоизму, к Мгм. эгоисту. Ты там все для себя делаешь, ты интересуешь О только... других не думаешь, там Да, о обо мне не других не думаешь. думаешь, да. То есть, получается, в детстве это, ну, наказывалось, порицалось со стороны родителей родителей и мамы, а во взрослом возрасте уже сам себя Сам себя, человек потому что мы вот корректирует. эту внутреннюю руководящую фигуру внутри нас, родительскую, мы ее, конечно же, копируем от тех... Да. Ну, те примеры, которые у нас были, Конечно, собственно. да, то есть мы прописываем для себя, нам нужен внутренний родитель. Да. Он руководящее начало. Откуда мы можем его взять? С того родителя, который у нас был в реальной жизни. У нас других вариантов Да. нет. Да? Либо это родитель, либо это, возможно, ну, скорее всего, это будет либо папа, либо мама. Да? То есть это вот так работает. Так вот, пограничная личность, она в чем ее неоднозначность? Что, с одной стороны, она такая жесткая, она такая реактивная, такая обесценивающая, не способная иногда совершенно понять чувства других людей, и при Мгм. всем при этом, как я говорю, в хорошие дни, да, то есть у пограничной личности есть хорошие дни, и у пограничной личности есть плохие дни. Вот в свои хорошие дни это невероятно чувствующий человек, с которым очень легко входить в контакт, который может... Да, моя мама говорила, ты отмечаешь, что, например, в твоем детстве у тебя было самое большое количество красивых платьев. И я говорю, да, действительно, у меня была какая-то невероятная коллекция. А ты помнишь, что все твои дни рождения мы справляли с большим размахом, с большим столом и с гостями? Да, говорю, я действительно помню, то есть мой день рождения это было святое. При всем при том, что там у нас было много чего совершенно такого жесткого и, ну, скажем так, того, чего не должно Ага. быть, да, там послания, которые мама говорила, да, то есть обесценивающие какие-то вещи, Да, да. получается, вот, ну, вот ты говоришь про хорошие и плохие дни, и про настроение, когда оно бывает хорошее, бывает плохое, и вот это вот про черно-белое какое-то, да, вот прям такую Да, полярность очень да, вот ты сильно. правильно говоришь, пограничная личность, ее драма в черно-белом мышлении, Мгм. в черно-белом чувствовании. Ее проблема в том, что если у шизоидной личности внутреннее расщепление, Да, да, то есть да. у нее расщепляется эго, то у пограничной личности расщепляется мир, Внешне расщепляется. внешнее Мгм. расщепление. А у нее расщепляется мир на
что-то однозначно плохое и однозначно хорошее. Например, пограничная личность может безумно увлечься каким-то процессом, и в тот момент, когда она увлечена, Мгм. она считает, что это самое обалденное дело, которое она нашла, что это она всю жизнь это искала, что это сделает ее Да. счастливой, вся ее жизнь теперь изменится. То есть она, если чувствует что-то хорошее, она чувствует это максимально. Она чувствует это так сильно, что порой она даже находится в каком-то, я бы сказала, эйфорийном припадке. На 200% Да, просто да, то есть выкручено все, то есть всё она этой мыслью на живет, она максимум. всем рассказывает, она себя через эту мысль воспринимает. Но стоит ей столкнуться с чем-то, что ей не понравится в этом процессе, это может быть что-то Да, незначительное. да. Это закончится тем, что она может вот в один щелчок разочароваться в этом, потерять к этому интерес и сказать, что это какая-то полная хрень. То есть, на метафоре краски, как будто бы вот в белую краску каплю черной капать, и она сразу Малюсенькую. черная Да, вся у нее становится. сразу, да, у нее просто это пятно, оно просто съедает все Всё. белое. И происходит, если мы говорим про нарциссическую личность, то происходит Да, обесценивание, да. пограничная личность, происходит разочарование. И это разочарование, если касается людей, проживается ей невероятно болезненно. Она оплакивает эту утрату. Ей не все равно. Нарцисс, он обесценил, ему все равно, Ну да, какой, и что пошел с этим дальше, человеком. условно, да. Он просто ищет новый объект. А пограничная личность, так как она глубока в своих чувствах, она может надолго уйти в себя Мгм. из-за ощущения того, что вот снова нету того прекрасного объекта, который я пытаюсь найти. Если на примере, что в белую краску черная капается и все, а может ли обратно быть? То есть Да, в этом из черного прикол в белое? пограничной личности, да. Прикол пограничной личности в том, что ей свойственны камбэки, повторы, циклы. Это может быть с одними и теми же людьми, с одними и теми же какими-то явлениями в жизни. Это не Мгм, только мгм. люди, да. То есть, например, сегодня я уважаю астрологию, Да. завтра я столкнулась, что какой-то астролог сказал что-то неточное, или я понимаю точно, что он, да, там ошибается, и астрология в целом превращается в М. какую-то хрень, да. Но послезавтра я столкнулась еще с одним удивительным астрологом. Он очень точно что-то сказал, и я опять влюбляюсь в астрологию. Я считаю, что мне нужно заниматься астрологией, всем нужно заниматься астрологией. Это то, что даст нам невероятные знания. Послезавтра, там через неделю опять что-то не то, или я столкнулась с какой-то сложностью и узнала о себе что-то неприятное Ага, благодаря этой да. астрологии. И я снова презираю астрологию. То есть такое активное перемещение туда-сюда, из черного в Резкое. белое, в Вообще мы черного в можем, если белое. вот, да, там дальше поговорить об эмоциональной сфере Да, да, пограничной да. личности. Что это за эмоциональная сфера? Помимо того, что мы сказали, что это гиперсензитивный Мгм. человек, нужно сказать, что есть лобильность чувств. Лобильность — это когда человек очень быстро меняет свои эмоции. А с пограничной личностью нужно аккуратно, потому что ее настроение скачет как заяц. То есть в приеме, как это выглядит в приеме? Мы разговариваем о чем-то, Мгм. пограничная личность улыбается, ты видишь, она на подъеме, она на расслаблении, она светится, мы обсуждаем какую-то приятную для нее идею, и вдруг я задаю какой-то вопрос, и я даже не подразумевала, что этот вопрос может затронуть какие-то ее Да. чувства, но у нее текут слезы, у нее портится настроение, и ты видишь, как она спускается на нижний этаж своей На пропасти. лифте внутрь. Да, да, она просто, вот ты прям считаешь, все, пошла вниз, ты прям наблюдаешь, как это меняется выражение лица, потом настроение, потом она уходит из контакта, ей неинтересно уже говорить, и она, как правило, она падает в чувство жалости к себе, Мгм. очень большого какого-то сожаления, и как будто бы вот соединяясь с тем, что с ней что-то не так, или, возможно, в ее опыте было что-то не так. Да, да. Причем это вообще может быть, даже этот вопрос может быть не про нее, это вопрос может быть про ее жизнь, про какой-то там контакт с кем-либо. И вдруг она что-то вспомнит и молниеносно меняется. И это очень сложно для работы. Почему? Потому что в эту секунду ты, как терапевт, хочешь ее подхватить, и чтобы она Да, туда не да. опускалась, да? Поддержать. Ты хочешь Мгм. не поддержать, ты хочешь, чтобы она туда не опускалась, потому что ты Мгм. понимаешь, что она сейчас Удержать. уйдет на Мгм. это дно,
и она там останется. У вас будет прерван контакт, у вас будет прервана динамика. И ты как бы пытаешься задать уточняющий вопрос, а что сейчас чувствуешь, а почему пошла такая реакция, а давай порассуждаем, что, да, и ловишь себя на очень важном моменте. Ты понимаешь, что человек, ты вообще спросил про одно, а он вообще думает про другое. Да, То есть да. это про частичное искажение пограничной личности, которое отличает ее от невротика. Когда ты общаешься с невротической личностью, она так не воспринимает далеко смысл от того, который ты сказала. Ну, то есть в целом отвечает на заданный Очень вопрос. конгруентно, да. То есть ты про кресло, и ответ про кресло. А с пограничной личностью ты про кресло, а она про войну вспоминает. Да. Потому что на войне было синее кресло. Да? То есть и у нее вот этот перескок, и достать ее, не дать ей опуститься в это чувство невозможно. Невозможно, и поэтому терапевтам, девчонкам, ребятам я говорю о том, что если у вас пограничная личность на приеме или в жизни, это ваш любимый, допустим, человек, нужно понять, что здесь история такая, что нужно делать в эти моменты? Да. Ну, дать опуститься. Дать опуститься. Пускай опустится на свое дно, пускай там побудет, потому что если ты захочешь ей не дать опуститься, у нее включится жесткое сопротивление. Ей будет казаться, что проблема в том, что ты просто ее не понимаешь. Ты просто ничего не чувствуешь, ты просто бессердечный человек, ты просто хочешь отменить ее чувства. Ей в детстве не позволяли иметь чувства. Ей в детстве никто не разрешал чувствовать. И вот лучшее, что можно сделать для пограничной личности в приеме, поэтому она за этим и сюда пришла, опуститься вместе с ней на это дно, в эти чувства, и побыть с ней в этих чувствах, и дождаться момента, когда она захочет оттуда выйти. Когда она захочет вдруг сама немножечко переключиться с этой темы, тащить никуда не нужно. В реальной жизни, конечно же, с этим сложнее. Если твой партнер пограничный характер, да, и вдруг ты что-то сказал, и он стал опускаться на какие-то свои деструктивные болезненные чувства, а у вас, допустим, некий процесс, да, вы, например, куда-то спешите, куда-то идете, куда-то собираетесь, то, конечно же, здесь вот эта вот резкая смена настроения, она очень пагубно влияет на отношения в целом. Да, человек, партнер, он реально поймет, что он уже, когда уже будет знать, что это такая определенная динамика, которую уже не переломить, не изменить, он уже просто, у меня были рассказы, когда, ну все, там у Лены испортилось настроение, туши свет, это мы уже не поехали. мы никуда не поедем, мы никуда не пойдем, или у нас будет весь в театр мы идем, мы будем сидеть на минусе, у нас у всех будет очень плохое настроение, да, но оно вот это, да, то есть если начать типа за это сразу реагировать, и вот у тебя опять плохое настроение, вот тебе опять что-то не так, тебе всегда все не так, у тебя все идет как-то через одно место, да, это вызовет еще большее сопротивление, это может вызвать ярость большую, злость, негодование. Конфликт просто. Да, это может уже вылиться просто в какой-то мощный конфликт. Поэтому здесь лучше, если вы вообще связываетесь с пограничной личностью, нужно изначально давать себе в этом отчет. Да? Нужно понимать, что пограничная личность — это не просто. Это американские горки. Это не просто. Мы дальше поговорим обязательно, да, там у нас в следующем выпуске, ребята, мы будем говорить только про отношения. Сейчас мы говорим в целом общие такие штрихи, да? Отлично. Я как раз устала. Я думаю, когда она мне покажет? Да, хорошо, все. Пойдем кофе купим.